в Стамбуле, чего только не вытворяют владельцы кафе и ресторанов для привлечения гостей в свои заведения. Но у меня в голове родилась еще одна версия. Возможно, кто-то с кем-то поспорил, что станцует с 7 полными бокалами вина и не упадет ни одна капля с его головы. В этот момент я подумал, сейчас все упадет с сильным звоном. Интересно, как он это все сейчас поставит. Вот так. Молодец. Но я хотел сейчас вам показать и рассказать не об этом. Находясь на территории Турции, я заметил одну такую вещь, что здесь без него не встречаются люди, точнее без него не обходятся никак, они встречаются, обязательно он присутствует в кафе, в ресторанах, встреча друзей, посиделки у моря, и тем более не начинаются большие дела. Все здесь начинается именно с него. Это турецкий чай. Но чтобы его заварить, это надо, наверное, погуглить, посмотреть, как это правильно делается. Я пытаюсь сделать сам здесь себе чай. Кстати, он продается еще и вот в таких упаковках больших. Делал, как обычно, у себя на родине. То есть, я брал кружку, закидывал чай. Он не крупнолистовой, он очень мелкий. Здесь, как говорят не только мои друзья, но и многие местные, что надо закидывать больше, чтобы заварить. Естественно, кипятим чайник. Наливаем кипяточка. Берем блюдечко, чтобы накрыть наш чаек. И ждем, да, 3-5 минут, да. Ну вот, собственно, прошло 5 минут. Чаинки, мелкие чаинки всплыли, и попытаемся попить. Неплохо заварился, но мелкие чаинки мешают, как бы сказать, проглотить, потому что, чай проглатывается, но неприятно и застревает, то есть можно и подавиться, и поперхнуться. Не хватает плотности вкуса, не хватает горчинки при такой заварке. И немножечко не тот на вкус, чем традиционно заваренный турецкий чай. Но хотелось бы посмотреть, как заваривается настоящий турецкий чай. Поэтому можно сделать исследование в компьютере. Просто погуглив, соответственно, все то, что найдется, и сделать точно так же. Так как я все-таки нахожусь в Турции, то лучше сходить по местным кафе и поспрашивать, что же и как они этот чай заваривают свой. И так будет более наглядно и полезно, и для самого интересно, и для меня, и, надеюсь, для вас тоже. Ну что, пойдем? В жилом комплексе Secret Paradise все есть. Сауна, хамам, бассейн, аквапарк. Он достаточно неплохой, за исключением мелких нюансов. Ну а пока я иду к ближайшим кафе и ресторанам, немного историй и занимательных фактов о турецком чае. Турецкая республика – страна любителей чая. Практически весь турецкий чай выращивают неподалеку от границы с Грузией на берегу Черного моря, имеющий мягкий климат с большим количеством осадков и плодородной почвой.
Чайные плантации в городе Резе считаются одним из лучших в мире. Национальное турецкое чаеводство было начато в 1928 году по инициативе президента Кемаля Ататюрка, распорядившегося завести в страну семена и саженцы из соседней Грузии. С 1938 года чай в Турции стал выращиваться в промышленных масштабах. И хотя многие туристы уверены, что местные жители предпочитают кофе, присмотритесь, и вы увидите, что в течение дня все граждане Турции литрами пьют чай. А во многих офисах есть как минимум один работник, который занимается только чаем. В течение дня он заваривает и приносит сотрудникам напиток по расписанию, по просьбам и по собственной инициативе. В 2004 году Турция имела самое высокое потребление чая на душу населения в мире – 2,5 килограмма в год на человека. Это больше, чем в Англии. Там показатель 2,1 килограмма в год. Ну что же, сейчас ищу кафе, где мне могут показать или рассказать, как правильно нужно заваривать по-турецки чай. Как зайду, все покажу. Ну вот и первый ресторан на моем пути, нам налево. 2 чайника, да? Вот такие вот. Это вода, это всегда вода, это горячая. Это горячая вода. Да, это чайника. Вот сюда чай и горячая вода вот сюда. И это вода всегда и горячая вода. Это не холодно. Ага. Вы что-нибудь поняли? Я тоже ничего. Поэтому я задал уточняющий вопрос. Смотрите, вот этот чайник здесь заваривается, правильно? Да, правильно. Здесь заваривается. Здесь подогревает обычная кипяченая вода. Ага. И как долго надо заваривать чай? Это 20 минут, 15? 15 минут, 20 минут готовит. Ага, Да. хорошо. И потом готовят. Была и Можно вот сейчас вот чуть-чуть попью для сравнения, чтобы я понимал, да? что, буду чай? Да, один чай. Спасибо большое, что подсказали, как правильно сделать турецкий чай. Спасибо. Ну, в общем-то, вот так вот мне объяснили, как делается чай. И этот чай намного вкуснее, чем у меня получается дома. Ну, ароматный хороший чай. Ну что же, пойдем пока дальше. Сейчас еще в одно место зайдем, спросим, как же готовится настоящий турецкий чай. И зайдем мы, наверное, вот в это восточная кухня, даже по-русски написано. Это специально с этим аппаратом. Вам нужен чайник, который можно греть на плите. Так. Он идет сначала большой, а сверху маленький стоит. Они продаются такие чайники. Вот. Вы берете большой чайник, наливаете воды, она вскипает. В тот маленький насыпаете рассыпную заварку, заливаете кипятком, в тот доливаете воды и опять включаете, и оно должно все кипятиться. И вот этот маленький сверху, в нем заварка, она тоже греется и кипятится все одновременно, понимаете? Сколько по времени это должно? Обычный, домашний, как вы сказали, небольшой чай. Ну да, небольшой, на плиту металлический двойной чайник. И все, он кипит, и вы поймете, уже покипит, постоит, все, и вы наливаете, будет И будет нормальный чай. обалдеть хороший турецкий чай. Да, будет хороший чай. Супер. Все, спасибо вам большое. Из 2 независимых источников я получил одинаковую информацию для приготовления традиционного турецкого чая, и они полностью совпали. А все, кто жил при СССР, наверняка вспомнят, что грузинский чай считался не очень хорошим чаем, и почти не покупали его. Но здесь он очень хорошо зашел местному населению. Благодаря селекции они вывели свой сорт чая и пьют его на каждом шагу. Ну а что касаемо приготовления, я понимаю, что на самом деле все это похоже на наш старый добрый русский самовар, которым пользовались наши прабабушки, прадедушки. Все просто. Ставится заварный чайник сверху, подогревается все это на современном электрическом чайнике, маленькие сверху ставятся, и там заваривается турецкий чай. Ну а сейчас направляюсь на набережную, чтобы там показать вам красивые
берег, пляж. Там готовят хороший турецкий чай. А пока я иду к пляжу и к кафе, подводя итог к услышанному и показанному, отмечу. Первое. В Турецкой Республике изначально пьют грузинский чай, хотя к настоящему времени они вывели уже свой сорт чая. Второе. Чтобы заварить чай по-турецки, лучше всего подойдет самовар или электрический чайник с заварным чайником сверху. Ну вот я и дошел до этого кафе, где, на мой взгляд, готовят хороший турецкий чай. Я его называю просто апельсин, потому что оно похоже с виду на вот такой вот апельсин. Так, сейчас я присяду на вот там свободное местечко и попью чаек. Зайдя в 2 ресторана по пути, я понял свою главную ошибку в приготовлении настоящего турецкого чая. А именно, самое простое, это надо купить наш русский самовар и заварочный чайник сверху. И получится настоящий турецкий, плотный, крепкий, ароматный чай. А сейчас предлагаю насладиться этим потрясающе красивым закатом, шумом прибоя и ароматным турецким чаем.